Ребята, ну что, Summit Эксперт в горах. Буквально 15-20 минут я сейчас здесь вот по этой горке прокатился. И уже можно сказать точно, что... Ну что же, вот красавцы стоят уже. Только что выкатили, первый раз я вижу, еще даже не подходил. Давайте посмотрим, какие модели есть, быстренько. И далее будет презентация. Заметил одну особенность, которую нигде не упоминали ни американцы, ни наши блогеры, которые рассказывали про эксперта. Грипсы. Здесь стоят абсолютно другие грипсы. Тоньше, но хват, мне кажется, лучше. Однозначно лучше тех гладких, которые были. Они рифленые, но не такие сильно, как на бундокере. Снег не будет цепляться за вот эти вот углубления. А вот проставка руля, она большеватая. Мне казалось, что будет меньше значительно. Хотя, наверное, как у меня сейчас стоит стоковая. Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть. Смотри, какие на Expedition бомба. Прикинь, как 850 E-Tech, ребята, экстрим. Это вам круто. Не 600 E-Tech. Жарить будет. Смотрите, какой узкий туннель. Я говорю, мы ехали сюда с Денчиком, говорю, давай сделаем хоп-повер на этой тачке. Нормальная тема. Камчатка жгет. Утили на платформе РЭФ, да? Да, это На платформе же 4. Они же 5. Это G4. Да? Ну по морде видно, что он похож на Саммита. Ну вот чуть шире щеки, широкие рычаги. Презентация закончилась, сейчас переодеваемся и поедем в горы. Так, ну одеваемся, оделись уже практически. Я выбрал для путешествий самый комфортный утилит Expedition. Поеду с комфортом. С комфортом. Самый красивый райдер этих тестов. Комбез под цвет снегохода, посмотрите. Шлемчик, все. Денис, ты уже сразу самую четкую тачку забил. Слушай, я что-то пришел, смотрю, никого нет, никто не выбрал. Я решил скромно взять 154-й эксперт. пожарочку. Ну а что, я на нем прокачусь, да сразу на горе кому-нибудь отдам. Ну если это нормально все будет. Все будет нормально. Я уверен в этом.
Ребята, ну что, саммит Эксперт в горах. Буквально 15-20 минут я сейчас здесь вот по этой горке прокатился. И уже можно сказать точно, что изменения в двигателе, в трансмиссии, они положительные. Отклик стал короче на газ. И декселерация, это так называемый сброс газа, она проходит быстрее. Едет стабильно, но нужно привыкать. Тут немножко другие настройки подвески, чем на моем. Мне сейчас немного неудобно, но в целом хороший аппарат. Время тестов ограничено, поэтому я сейчас его просто силой взял, забрал. Покатался немножко, и буквально там 5-7 минут нужно снова отдавать, на другой пересаживаться. Я думаю, что в следующем сезоне это будет бестселлер. Узкоспециализированный аппарат для сложных мест, для вот таких лесистых склонов. В общем, ну что и требовалось доказать. Единственное, что я хотел проверить, это отклик. Насколько он стал короче, насколько быстро проходит декселерация. Изменения чувствуются, изменения позитивные, эволюция продолжается. И, как я всегда и говорил, лучший снегоход, новый стоковый снегоход. Прокатился, наверное, с полчасика на 165-м Эксперте. Уже могу сказать свое мнение. Мне он непривычен. Длинный трак, жесткий снег. Мне сложно его запилить, постоянно выкидывает. Плюс настройки подвески какие-то, ну, не совсем для меня подходящие, скажем так. Мне на нем некомфортно ехать, а 154-й это как велик. Для хорошего пухлого снега, я думаю, разница будет очевидна. 165-й будет ехать дальше, стабильнее, выше, чем 154-й. Ну а так, в целом, катание у нас больше туристическое. Доехали до склона, немножко покатались. Сильно каких-то экстремальных кадров тут, ну, не удается снять. Нет склонов, снег плотный, конечно, жалко технику. Смотрится шикарно, особенно вот в снегу, в елочках, красно-белая ракета. Все, уже на базе, приехали, помылись, покушали, отдохнули, в общем, все отлично. Сейчас по итогам дня будет брифинг, мы будем давать обратную связь, говорить на ошибки, на недочеты, либо наоборот, на хорошие какие-то вещи, которые особо удались. Также и по снегоходам будем делиться своим мнением, высказывать разные мысли по поводу езды, по поводу настроек, по поводу всего. По поводу сегодняшнего катания здесь и вообще по поводу катания здесь. Поначалу мы ездили по южным склонам, где был наст и было некомфортно. Даже в некоторых местах снегоход не запиливался. Из-за этого 165-й мне поначалу не понравился, о чем я прямо и сказал. Что как-то невнятно он едет, и мне было на нем сложно. 154 Эксперт, ну, он оправдал мои ожидания, я ожидал примерно то же самое. Единственный вопрос был по отклику. Насколько короткий отклик и насколько быстрая декселерация, то есть сброс газа. По заверениям производителя где-то на 30%. Ну, 30% я не думаю, что там есть, но это чувствуется и это отражается на езде. Ездить на нем легче, управляется он лучше. Во второй половине дня поехали на северный склон. Очень хорошая гора, большой склон с лесом, все как мы любим. Уклон, может быть, был не такой экстремальный, но тем не менее было все замечательно. Для того, чтобы понять снегоход, хватило. И вот, кстати, на том склоне я и прочувствовал 165-й трак. Замечательно.
Очень хорошо, что идет эволюция в снегоходах, и снегоходы каждый год становятся чуть-чуть лучше. Это касается конкретно вот эксперта 165-го. Я не катался на 165-м красном, но я 2 сезона откатался на черном 165-м, и я могу сказать однозначно, эксперт лучше во всем. В рулежке, в отклике, в весе, в легкости управления и вообще в комфорте езды. Это, ну, уже другой уровень, так скажем. 154-й, без комментариев, отличный аппарат. Завтра я прокачусь на бундокере DS3900 и расскажу вам. Сегодня я немножко на нем катнул. Двоякие впечатления. Он однозначно отличается от старого бундокера, который я катал, получается, позапрошлый сезон. И есть видео на канале, где-то в начале там про него. Завтра я проеду на бундокере 20-го модельного года и скажу вам свое мнение. Сегодня немножко прокатился, но еще не понял. Есть там нюансы, к которым нужно привыкать, и мне он показался сильно жестче, чем Summit, чем предыдущие бундокеры. Поэтому, ну, завтра покатаюсь, нужно вкататься, так же, как в 165-й. На утилях, конечно, сегодня накатался тоже. По путику едет комфортно, классно, все кочки проглатывает, но как только начинается горка, начинается ад. Там, где на горнике даже не задумываешься, джун-джун, и улетел. Здесь он просто садится. А если еще и с пассажиром? Кстати, напишите в комментариях, какие снегоходы еще раз смотреть более детально. Рассказать про них, так скажем. Коротенько. Я все равно максимальной информации пытаюсь запихнуть в ролик в каждый, но время, тайминг ограничен. Поэтому 1, 2, 3 снегохода я рассмотрю. Ставьте палец вверх, подписывайтесь. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. Мы пошли в грелку.